Пару лет назад у меня выходил 4-серийный проект по ретро-играм, где я рассказывал о своем личном топе 10 любимых и родных моему сердцу игр из далекого прошлого. Очень рад, что многие из тех самых пор ознакомились, дали свой фидбэк, был очень рад все прочитать и старался реагировать на все адекватные отзывы. Но в итоге пришло время для второго сезона данного сериала, потому что 10 это очень маленькая цифра для таких легендарных платформ, и тогда я однозначно не всадил туда все, что любил и хотел всадить, даже на ходу переделывал список и перемонтировал. Но сейчас, наконец-то, я продолжу начатое, и прежде чем писать в комментариях, как ты мог не включить сюда ту или иную игру, какой же это топ? Дорогой друг, просмотри сначала мой первый видос по игрухам с 16-битки, возможно, именно эта твоя любимая игра уже находится там. Приятного всем просмотра, сейчас вовсю буду сводить ваши олдскулы. Как и прежде, я напоминаю, что это не тот топ, где игры располагаются от 10 места до 1, то есть от худшей к лучшей, потому что в своих топах я рассказываю вам о 10 одинаково крутых для меня проектах, которые я одинаково сильно люблю и ни в коем случае не сравниваю между собой. И первая игра, о которой я хочу рассказать сегодня, это The Punisher. Потрясающий боевик сайд-скроллер, появившийся на Sega в 1994 году, где нам предстоит сражаться с горой ублюдков, как одному, так можно и в кооперативе со всем известным агентом Щита Ником Фьюри, и в итоге уничтожить не менее известного уже сегодня криминального жиробаса Кингпина. Это, можно сказать, классический битэмап во вселенной Marvel Comics, который даже считался одной из самых лучших адаптаций комиксов для видеоигр. И когда я начал сам себе напоминать о том, как мне тогда нравилась эта игра, сегодня я столкнулся с некоторой новой для себя информацией. Например, оказывается, что сначала она появилась на аркадных автоматах, которые по начинке были продвинутее, чем консоли Sega, и для порта игры на домашние консоли The Punisher подвергался некоторым урезкам, а именно графика стала похуже, одновременное количество врагов на экране стало меньше и какие-то объекты нельзя было разрушать. Также эти твари добавили немного цензуры, непонятно зачем и кем это было продиктовано, все-таки середина 90-х, когда всем на это было плевать. Тем не менее, из игры были удалены наиболее явные элементы насилия, удалили даже анимацию, где Ник Фьюри невинно курит сигару, а женщины-ниндзя были одеты менее откровенно. Просто покажите мне того придурка, который вмешался со своими корректировками, ибо он точно заслужил вот это. Но даже со всеми корректировками мне очень зашла эта игра, особенно было весело проходить ее с другом. Бейте, проводите камбухи, стреляйте, взрывайте, кайфуйте. Мы с удовольствием проходили и перепроходили. Кстати, картридж тоже стоил недешево. Да чего уж там, все картриджи с крутыми играми стоили как ёб твою мать, это мы все прекрасно помним. Игра, кстати говоря, разработана и выпущена компанией Capcom, как и много всего крутого в те годы и наши дни. Двигаемся далее. После гангстерских разборок мы перемещаемся на арабские разборки в игре Алладин. Но это вообще легенда просто, а не игра. Мне кажется, каждый зритель 30 плюс-минус 5 лет с ней знаком. Мы управляем самым известным арабским гражданином без определенного места жительства Алладином. Проходим через знакомые локации и сцены из мультфильма 92 года. Кстати, мультфильм тоже охеренный. Кто не видел, это просто обязательно к просмотру. На базаре? Для походов на базар у меня есть слуги. Ага, мои слуги посылают на базар своих слуг, так что вы видели не меня. Вот этот мультфильм и его прямой сиквел. Из оружия у нас имеется сабля и яблоки. Пройти предстоит через 10 уровней, плюс 1 бонусный за обезьяну, плюс между уровнями присутствуют приколы с рулеткой в виде головы джина. Игра очень красочная и разнообразная. Она даже занимала 12 место в списке лучших игр всех времен для приставки Sega. Еще и была безоговорочным бестселлером, так как было продано свыше 4 миллионов копий. По жанру это точно такой же сайд-скроллер проект, которых на Sega было просто дохренища. Чуть ли не каждая вторая крутая игра это именно сайд-скроллер-платформер. И даже в этом топе их еще будет несколько. Обо всех однозначно невозможно будет рассказать, поэтому буду упоминать только о тех, в которые залипал лично сам, и которые оставили у меня положительные эмоции. Алладина, если кто не играл, однозначно советую. Многие игры Сеги проходятся очень быстро, чаще всего за час-полтора, поэтому если захотите устроить себе ретро-вечер, включите в свой список также и эту игру.
Мой любимейший файтинг на Сеге, наверное, на втором месте после Mortal Kombat 3 Ultimate. Это WrestleMania. Какой же это был четкий замес. И ораловский. Запомнился хорошей физикой, смачными и будто бы даже натуральными ударами и харизматичными оцифрованными персонажами. Игру делала та же самая компания Midway, которая делала и Мартуху. И у них уже определенно была своя готовая формула успеха. Общие черты у этих файтингов, конечно же, были, ведь и то, и другое это аркадные замесы. Только в WrestleMania удары скорее карикатурные, не прям как в Mortal Kombat, так как все знают, что рестлинг это прежде всего шоу. Причем чуть ли не самое дорогое шоу в США, а иногда и не очень качественно поставленное, но наблюдать за всеми этими трюками все равно лично мне было всегда забавно. Как бы там ни было, штука травмоопасная. Так вот здесь у нас под управлением 8 известных рестлеров. Я даже не поленюсь их перечислить, потому что от этого тоже олдскул сводит. Доинг Клоун, Лекс Люгер, Шон Майклс, Рейзер Рамон, Брэд Харт, Андертейкер, ну а также мать их бургерную Якадзуна и Бам-Бам Бигелоу. Игра была третьей по популярности аркадной мордобойкой своего времени. Оценки, конечно же, были положительными. Напишите в комментариях, кем больше всего любили играть. Лично у меня это был Шон Майклс. Но, блин, не выходит из головы и этот молоток у Доинка. Вообще, игруха очень юморная, и мне кажется, даже если сейчас ее включить и порубиться со своим другом, можно неплохо провести вечер. Rock'n'Roll Racing. Охеренные гонки, где можно не только поездить, но и навалять люлей своим соперникам. В заезде по 4 гонщика. Основной акцент в игре сделан на возможность атаковать соперника. Однако взорванная машина через несколько секунд снова оказывается на трассе с полным запасом здоровья. Единственный причиняемый при этом ущерб – это задержка противника и потеря им позиций. То есть мы не разносим их в щепки и нас также не разносят в труху до гейм-овера, а мы просто теряем позицию. Игроки получают бонус в виде денежного вознаграждения каждый раз, когда взрывают машину соперника с помощью своего оружия. Разрушению и восстановлению автомобилей также способствуют распределенные на трассе мины и аптечки. Также на трассе присутствуют денежные бонусы. Среди других препятствий это лужи моторного масла, обледеневшие участки или лужи лавы, а также многочисленные трамплины и редкие пропасти. Но что в самом деле круто, это то, что в перерывах между гонками мы могли кастомизировать свои тачки, тратить заработанные средства на улучшение оборудования своей машины, двигатель, шины, подвеска, броня, увеличение боезапаса, запаса турбо. Ну и музыкальное сопровождение, друзья, заслуживало отдельного внимания, так как это классика рока, типа Black Sabbath и Deep Purple. На моей памяти вот таких гонок на Сеге больше не было. Если что-то упускаю, поправьте меня в комментариях, но вот прям подобного я в самом деле не помню. Ну а в 1993 году один из известных на тот период журналов назвал Rock'n'Roll Racing лучшей автомобильной гонкой. Довольно часто мне припоминали в первом ролике насчет этой игры, и таки да, согласен на 100%. Эта легенда более чем достойна любого топа, это Streets of Rage. Ну или в Японии она называлась Bare Knuckle, что в переводе означает голыми руками, голыми кулаками, ну типа как говорят, я тебя порву голыми руками, бля. Тут уже из одного названия понятно, что это определенно мордобойник. Игра в жанре битэмап, конечно же сайд-скроллер. На Сеге их выходило 3 штуки, ну прям трилогия. Игра и оставалась бы себе трилогией, пока в 2020-м внезапно не вышла 4-я часть. Они все практически одинаковые, то есть типичный битэмап 16-битной эры. Мы продвигаемся по уровню, мутузим большое количество врагов, у каждого из игровых персонажей есть собственные приемы, есть возможность использовать оружие типа ножей, бутылок, бит, труб, в общем, всей дичи, которую можно поднять на преступных улицах. В конце каждого уровня нас, конечно же, ждет босс, куда ж без него. Ну и само собой, круто было то, что она кооперативная. Играть можно с другом. В игре была превосходная графика и детальная прорисовка фонов. Саундтрек тоже был довольно неплох. Она была высоко оценена как и простыми пользователями, так и специализированными журналами и сайтами. Во всем мире было продано 2 600 000 экземпляров игры, что сделало игру 4-й по уровню продаж среди игр Sega Mega Drive после Соника и Mortal Kombat. И тут я поймал себя на мысли, что 4-ю часть я ведь так и не прошел. А ведь уже прошло пару лет с момента ее выхода. Надо бы этот косяк исправлять, ну а мы движемся дальше. Следующая игра, можно сказать, выжимала из консоли все соки.
Pitfall. Приключения Мая. Это платформер, является 4-й частью франшизы Pitfall, но в предыдущие Pitfall я не играл вообще, даже представления не имею, что там. У меня был только вот этот картридж. Конечно же, и в этой игре присутствует боковой сайд-скроллинг в коллаборации с двухмерной графикой. Напоминаю, что это Sega, 90-е, такие были правила игры. В любой непонятной ситуации делай платформер сайд-скроллер, и все будет в ажуре. Но фишка в том, что они все умудрялись между собой отличаться и не быть похожими друг на друга. Конкуренция была невероятно высокой, и каждая компания-разработчик стремилась чем-то отличиться и удивить игроков. Здесь же мы управляем персонажем по имени Гарри Питфалл и ищем своего отца. Такое ощущение было, что играешь молодым Индианой Джонсом. Игра состоит из 13 уровней, среди которых джунгли, водопады, шахты, храмы там всякие. Роль врагов на себя взяли обитатели джунглей типа змей, крокодилов и обезьян. В конце некоторых уровней также присутствовали сражения с боссами. Меня эта игра подкупила графикой, физикой, звуковыми эффектами и длительностью самой игры. Все было сделано прям красиво и со вкусом. Все очень любили в те годы игры подобного жанра, и в принципе я их и сейчас люблю. Что ж, приветствую всех поклонников Человека-паука, потому как сейчас расскажу о шикарной Maximum Carnage. Сюжет ее основан на серии комиксов от Marvel Comics. Это был некий такой кроссовер из 14 частей о том, как Человек-паук, Веном и другие герои объединились, чтобы противостоять всем известному отпрыску Венома и его команде таких же больных ублюдков. Сюжет очень неплох. В комиксах на самом деле очень много внимания уделяют именно проработке сюжета. Клейтуса Кэссиди заключают в психиатрическую больницу. Он узнает, что инопланетный симбиот изменил его кровь, в результате чего Клейтус может сам создавать копию симбиота. Там он вновь становится Карнажем, сбегает, освобождая попутно других бандюганов, создавая семью убийц вокруг него. Из-за этого Человек-паук вынужден объединиться со своим врагом Веномом, плюс также собрать команду некоторых союзников, ибо угроза нависла серьезная. Доступны два играбельных персонажа, Человек-паук и Веном, но играть можно будет только одному игроку. Кроме того, выбор персонажа будет возможен лишь 3 раза за всю игру, а также будет смена персонажей в последней драке против Карнажа. Сами персонажи несколько отличаются между собой, в первую очередь тем, что Человек-паук значительно быстрее и проворнее Венома, но слабоват. Последний, напротив, отличается неторопливостью и довольно неповоротлив, зато сильнее. Из-за этого уровень сложности у Венома несколько выше, чем у Паука, но и тут есть отличия. У Паркера уровней больше для прохождения, в то время как у Брока их несколько меньше. Кроме обычных уровней, при определенных обстоятельствах игроку будут доступны и секретные локации, причем доступ к ним будет прямо на уровнях. Все отмечают вдохновляющий саундтрек, точную адаптацию комиксов и сложность, а также возможность переключаться между Человеком-пауком и Веномом. Многие даже назвали ее одной из лучших игр в жанре битэмап. Ну а если вы, как и я в те годы вдобавок, были фанатом Человека-паука, то тут опять же плюс 100 очков тебе Гриффиндор к уровню интереса. Я помню еще в голос орнул, когда Джеймс Рольф, он же Angry Video Game Nerd, играл в эту игру у себя в одном из выпусков, счел ее довольно крутой и был в ахуе с того, что ее сделала компания LG, чей контент он обычно считает ужасным, и он в самом деле ужасен. Кому интересно, можете ознакомиться. Oh my God! They did it! They made a game! That's not shit! It's not shit! А вот в этот раз я решил объединить две игры в один пункт. Надеюсь, вы меня правильно поймете. Так вот, Судья Дред и Разрушитель. Ну, очень уже они похожи. И по жанру, и потому, что тут присутствует дорогой моему сердцу и великий и могучий Сильвестр Сталлоне. Каждая из этих игр основана на шикарных боевиках с его участием. Я на 100% уверен, что ребята мои ровесники смотрели эти потрясающие боевики и вполне способны сейчас поймать волну всего этого дела. Ну а для ребят помоложе, возможно, даже дамы некоторые сейчас это видео смотрят, я могу дать только рекомендацию: ознакомьтесь с фильмами, они очень крутые, полны тестостерона. В Разрушителе так еще и Уэсли Снайпс имеется, тоже очень крутой чувак. Так вот, Судья Дред. Город будущего, где присутствует, можно сказать, упрощенная судебная система. Вы только прикиньте, все решают чуваки, определенный вид служителей закона, которых называют судьи. Я закон. Вот они как полицейские, но они наделены полномочиями выносить бандитам приговор прямо на месте событий. Эта комната утихомирена.
То есть, если им кого-то надо грохнуть, они их просто вполне заслуженно вальнут. И вот в какой-то момент в городе появился один злодей, который начинает убивать этих судей, хочет изменить режим, там город мгновенно захлестнула волна преступности, и, конечно же, мы берем наш геймпад, вооружаемся Сильвестром Сталлоне, ну, а это значит, что в итоге уровень преступности будет не то что понижен, а уйдет именно что в ноль, или даже ниже нуля на пару пунктов. Ну, короче, платформер, сайт-скроллер, двухмерная графика, множество уровней, локаций, среди них и те, которые встречались нам в кино. Перемещаемся, стреляем, арестовываем, собираем предметы. Врагов до хрена. Игра, кстати, по сложности, если память мне не изменяет, не самая простая, из-за чего она мне еще больше нравилась. И вторая игра, Разрушитель, он же Demolition Man в оригинальном переводе, ну все по одноименному фильму. Полицейский Джон Спартан, которого играет Сильвестр Сталлоне, ведет борьбу с криминальным авторитетом Саймоном Фениксом, которого играет Уэсли Снайпс. Воевать они друг с другом начали в 1996 году, потом подверглись шоковой заморозке и продолжили уже в 2032. В целом не очень много отличий от Судьи Дредда по геймплею, но они, конечно же, есть. А главным же отличием было наличие уровней, где у нас вид не сбоку, а сверху, что очень неплохо разнообразило игровой процесс. И в ту, и другую игру я залипал с огромным кайфом много-много раз, и точно перепройду все это дело на ретро-стримах. Кстати, приглашаю всех, кто еще этого не сделал, подписывайтесь на мой Trovo канал, это платформа для стриминга, которая, на мой взгляд, гораздо лучше, чем Twitch и YouTube вместе взятые. Ссылка в описании. Ну, а мы движемся дальше. Я себе буквально не прощу, если не упомяну о Короле Льве. Основан на одноименном мультфильме Диснея. Полностью повторяет сюжет мультика, и это по тем временам было совсем неплохо. Сейчас уже такие вот затеи давно оставили, и слава тебе Господи, потому что ну нахрена выпускать игру, если она будет в точности повторять сюжет фильма, который человек уже посмотрел. Вот не вижу в этом смысла, и прям рад, что разработчики перестали это делать. Одно дело, когда присутствует некая привязка к сюжету фильма или параллель, это другой момент, ну а повторять все полностью хрен знает. Не нужно, ребят, спасибо. А вот раньше этот прием шикарно срабатывал. Мы играли с удовольствием и не думали вообще над сюжетами, потому что они как-то на второй или третий план уходили. В этой игре я помню, как мне понравилось развитие Симбы. Именно то, что сначала мы начинаем играть львенком, а после определенного уровня мы уже взрослый лев, и у нас имеются уже новые способности. В игре было 10 уровней. Джунгли, скалы, водопады. Для создания нужной нам атмосферы разработчики использовали также музыку из мультфильма. Было даже некоторое разнообразие. В одном уровне мы даже убегали от стада антилоп уже не в формате сайт-скроллера, и были бонусные уровни, на которых мы управляли Тимоном и Пумбой. Небольшой факт, который я вычитал об этой игре на просторах интернета, насчет высокой сложности этой игры, особенно ее первых уровней. Так вот, это было сознательным дизайнерским решением. В это время в США существовал активный рынок проката игр, и компания Disney требовала, чтобы игра удерживала игроков на протяжении достаточно долгого времени. Если бы игру можно было пройти быстро, игроки предпочитали бы брать игры просто на прокат на какое-то ограниченное время, а не покупать их, что, конечно же, невыгодно ни хрена. Выгоднее же продать, просто хитрожопые гондоны. И уже в 2014 году, оказывается, продюсер игры Луис Кассел извинился за завышенную сложность игры перед игроками. Такие вот дела. Но даже несмотря на это, все прекрасно, серьезно. Было круто в нее поиграть. Ну и последняя игра, которую хотел бы обозначить сегодня. Почему-то, мне кажется, вы вряд ли угадаете, пока я сейчас не скажу ее название. Я сам о ней вспомнил уже в конце составления сценария. На этом месте изначально был Road Rush 3. Но его заменили Гаргульи. Отличная игра в жанре, конечно же, платформер, выпущенная в 95 году. Это уже практически на закате деятельности данной консоли. Если не ошибаюсь, последней выпущенной игрой была Shadowrun, и выпустили ее в 96-м. Но опять же, воспоминания достаю из глубин сознания, поэтому, если я что-то напутал, уверен, что найдутся те, кто меня поправит. Так вот, Гаргульи — это вот вообще разъеб. Некоторые игры из своих топов прям всерьез хочется перепройти, и это точно одна из них. Я не зря упоминал в начале о том периоде, когда выходила игра. К 1995 году разработчики научились прекрасно выжимать максимум возможностей из консоли Sega, и здесь им определенно удалось добиться высоко проработанной анимации и пластики персонажей. Вдобавок к зрелищности, я запомнил ее еще и довольно
непростой, а хардкорчики я люблю. Кто на меня давно подписан, не дадут соврать. У нашей управляемой горгульи, которую на секундочку зовут Голиаф, достаточно много умений. Да тут даже сюжет нормальный имеется. Кстати говоря, игра сделана по мотивам сериала от Disney. Там потом еще даже комиксы выходили. Короче говоря, вселенная не самая бедная и даже имеет свой лор. Ну и игра для тех лет казалась сложнее остальных платформеров, что тоже вызывало дополнительный интерес лично у меня. Ах да, дорогой был картридж. И знаю, уже не первый раз об этом говорю, но знали бы вы, как сложно было уговаривать своих прародителей, чтобы они покупали тебе это. Или каждый раз давали деньги на обмен. И прошло уже больше 20 лет, но я помню практически каждый момент, когда ко мне попадал тот или иной новый картридж, потому что это были невероятно значимые мгновения. Очень многие флешбеки связаны у меня именно с этим. И вот эту самую детскую радость, когда к тебе попадает какая-то дорогая игруха, которую ты давно хотел, это ни с чем не сравнимое ощущение. Лично у меня те самые эмоции невозможно сопоставить с чем-либо в уже более зрелом возрасте. Сейчас, в наши дни, все стало гораздо проще, доступней. Кто-то пиратит, не разделяя эту точку зрения, кто-то покупает все и даже не выходя из дома. Раньше тебе нужно было обязательно идти на рынок или в магазин и выбирать игру чуть ли не по одной-двум картинкам, которые нарисованы на коробке от картриджа. Сейчас вам и трейлеры, и говнообзоры на ютубах, и критики эти ебучие, которые чаще всего не шарят в том, о чем говорят. Все те продукты, которые тогда стоили кучу денег, сегодня можно получить, просто поставив себе эмулятор, хоть на ПК, хоть на телефон, хоть еще куда. Играйте в свое удовольствие практически без ощущения какой-либо недостижимости, дефицита и прочих страданий. Сейчас все для вас, на любой вкус и цвет и почти в неограниченных количествах. Но даже при том, что я и сейчас покупаю игры уже за свои денежные средства, разумеется, мне не нужно выпрашивать их у родителей. Я не ощущаю тех же самых эмоций, которые посещали меня 25 лет назад. Вот эта самая радость от приобретения какой-то игрухи, она уже не такая радостная, какой она была более 20 лет назад. И одна из причин — это, конечно же, та доступность, которую мы сейчас имеем. И я призываю всех ценить то, что у нас сейчас есть, ибо жизнь сложная штука, и вот уже завтра, друзья мои, все может измениться. От всей души благодарю ребят, которые создали эту консоль, и ребят, которые штопали на нее прекрасные игры, просто сделали мое детство. И я также благодарю вас всех за ваше внимание и просмотр. Надеюсь, что данный топ-10 таки смог отправить вас в то самое беззаботное время. На это и был мой скромный расчет. Всего вам доброго, увидимся на стримах и новых видосах. Пока-пока.